Добрый день! Сегодня будем делать новую выпечку. Называется она тулонские булки. Это вариация на тему булки французской. Тулонские булки делаем также на закваске. У меня готова уже опара 100% влажности. Вот такая живая прекрасная опара. Она прям вся пыхтит. И этой опары мне понадобится 200 граммов. К 200 граммам опары добавляю 160 грамм холодной воды из-под крана. Я уже объясняла, почему мы берем воду из-под крана. В ней больше солей, чем в фильтрованной. И для закваски наличие солей очень полезно и питательно. И добавляю 300 граммов муки высшего сорта. Я показываю базовый рецепт. Вы можете добавлять немного цельнозерновой муки, той муки, которую вы любите. Только учитывайте, что у цельнозерновой муки более высокая влагоемкость, поэтому вам надо будет регулировать, добавлять воды побольше. Все, я добавила муку. И сейчас надо вот таким вот легким смешиванием смешать все наши ингредиенты и оставить их отдохнуть на аутолис. Тесто будет довольно плотным. Несмотря на это, выпечка получится воздушная. Это я вам гарантирую. И оставляем основу наших тулонских булок на первичный аутолис на развитие клейковины. Примерно на это понадобится около 30 минут. Тесто постояло примерно 30 минут. Стало более однородным. Сейчас надо будет его замесить. И прежде чем замесить, я добавляю все остальные ингредиенты. Мне нужно добавить мед. Примерно 5-6 граммов меда. Добавляю 5 граммов соли. И можно начинать замес. Тесто будет довольно плотное. Месите любым способом, который вам удобен. Я замешу сначала в миске, потом посмотрю, возможно, выложу на стол. Мне удобно, я люблю замешивать отбиванием, поэтому этот способ я применю здесь, чтобы разошлась соль, чтобы разошелся мед, чтобы тесто приобрело абсолютную однородность и прекрасную текстуру. И вот я замесила тесто до нужного состояния. Оно полежало пару минут. Ну, в общем-то, приобрело ту гладкость, которая мне нужна. Вот такое гладкое, хорошее тесто. Я отправляю его бродить в миску. Раз в час я буду складывать. Посмотрю 2 или 3 раза. Ну, как минимум 2 обминки я сделаю через час каждая. То есть его тесто бродить будет примерно 3 часа. И у нас первая обминка теста. Смачиваем руки. Вытягиваем тесто. Разворачиваем. Отклеиваем его от миски. Вытягиваем. Главное тесто не рвать. Мы его аккуратно отклеиваем и складываем. Задача обминки в том, чтобы убрать лишние пузыри, придать ему равномерность, однородность. И мы оставляем его еще на час бродить. Нужно сейчас тесто разделить и выполнить предформовку. Тесто хорошо выбродила. Я его делю на 2 части и выполняю предформовку. Сухими руками на сухом столе. Желательно, чтобы стол был более-менее скользкий. Делаем округление заготовки. Задача округления в том, чтобы сделать максимально гладкую поверхность. Если есть крупные пузыри, лопаем их. Вот есть крупный пузырь. Сейчас мы его спустим.
Все, поверхность натянутая, гладкая. И откладываю в сторону. Накрываю миской. Беру второй кусок теста. И начинаю его округлять. Большие пузыри лопаем. Нам нужно, чтобы текстура теста была равномерной, поэтому самые большие пузыри мы убираем. Заготовка готова. Убираю, накрываю миской. Сейчас надо заформовать тулонские булки. Прежде чем их заформовать, нужно подготовить корзины для расстойки, обсыпать их мукой. Я беру корзинки и втираю муку в ткань очень тщательно, чтобы мука попала во все поры ткани, чтобы тесто не прилипло. Берем тесто, немножечко его растягиваем, переворачиваем бывшим швом вверх и начинаем формовать. Оттягиваем с одной стороны, с другой накрываем. Поскольку корзина у нас круглая, выполняем такое округление заготовки и укладываем швом вверх. Всеми теми неровностями, которые у нас были снизу, мы укладываем вверх. Дальше помещаем заготовку в полиэтиленовый пакет и отправляем в холодильник на расстойку на 10-12 часов. То же самое делаем со второй заготовкой. Берем заготовку. Пришло время испечь тулонские булки. Они всю ночь простояли в холодильнике. Расстойка заняла порядка 12 часов. Хорошо подошли. Сейчас я буду высаживать на пекарскую бумагу и надрезать. Хочу сделать художественный надрез. Для этого, чтобы все получилось ровно, мне понадобится нитка. Так вот размечаем. Удобно делать это на вращающемся подносе. Но если у вас нет, можно и без этого обойтись. Сейчас я покажу, как я буду надрезать. Можно сделать обычный гребень. И классически тулонская булка делается с гребнем. Но я хочу сделать художественный надрез. Я буду делать крестообразный надрез, а потом еще дорезать фигурно. Делаем надрез по разметке. Важно, чтобы надрез был одинаковый по глубине. Основной надрез достаточно глубокий. И я делаю еще такие маленькие насечки просто для красоты. Насечки делаю на вот этих вот линиях разметки. Из-за муки не очень видно, но я думаю, что получится все равно красиво. Насечки делаю в виде колоска. Стараюсь симметрично это делать.
Все, первую я надрезала. Вставляю в сторонку. И беру вторую булку. Очень горячая посуда, будьте осторожны. Вынимаю гусеницу. Закрываю сразу духовку, потому что она не должна остывать. Булки на бумаге и пересаживаю в гусеницу. Если бумага мешает, то можно подрезать, но мне, в принципе, не мешает. Быстро накрываю плотно и отправляю в духовку на 10-12 минут. Сейчас надо снять колпак. Прошло 12 минут и надо снять колпак с тулонских булок. Вот такие они, прекрасно открылись. Осторожно будьте, очень горячо. Добавляем температуру до 220 градусов и выпекаем еще 15-20 минут. Вот они, красавцы. Это тулонские булки. Я адаптировала дрожжевой рецепт на закваску, пересчитала его, и вот такой прекрасный результат получился. Сейчас они очень горячие, я не могу их разрезать. Когда они остынут, я разрежу, покажу, какие они внутри. А так они прекрасно пропеклись, отлично раскрылись, как вы видите. Такие приятные, красивые булочки к завтраку, к чему угодно. Оставляю остывать, а потом покажу, какие они внутри. Ну и пришло время разрезать нашу булку. Буду резать поперек. Она полежала, остыла и даже немного отмякла. Поэтому хруста мы сейчас не услышим. Такая вот она хорошая. Красивый мякиш, воздушный, пористый. При этом достаточно плотный. Пахнет замечательно. Я думаю, что это очень вкусно. Подписывайтесь на канал. Мы с вами испечем еще много всего интересного и очень вкусного.